А всегда ли выгодно покупать игры напрямую в Steam? Я прекрасно понимаю, что среди зрителей найдутся те, кто знает о магазинах, список которых мы приведем в этом видео, и возможно начнут кричать, что всем и так уже все известно. Но, тем не менее, в среде любителей компьютерных игр полным-полно людей, которые никогда не слышали и не знали о существовании надежных магазинов, торгующих лицензионными ключами к играм в Steam, ну и других от официальных издателей. Это видео для них. Я покажу 6 магазинов, которые помогут сэкономить средства при покупке той или иной игры, а ближе к концу бонусом поведаю еще об одном интересном сервисе, с помощью которого можно совершать самые выгодные покупки. А чтобы не пропускать новые видео, обязательно подпишись на канал. Вообще, можно провести традиционный эксперимент, то есть все вместе подписываемся на канал, смотрим, сколько нас стало через пару дней, а затем радуемся или отписываемся, если канал не интересен. Срамота! Всего один клик и ты подписан, или один клик и ты отписан. Что за магазины и откуда у них ключи? В список лучших площадок, торгующих лицензионными ключами, я включил SteamPay, который работает с 2012 года и насчитывает больше 2000 позиций. Gabe Store начал работу в 2014 году и сначала продавал рандомные ключи. SteamBuy основан в 2011 и Zaca успешно продает игры с 2013 года. Пока обсудим эти площадки, а об остальных магазинах поговорим отдельно, несколько позже. Итак, какие услуги предоставляют вышеперечисленные продавцы? Если взглянуть на описание к SteamPay, то можно узнать следующую информацию. В нашем интернет-магазине вы сможете гарантированно приобрести ключи к играм от Steam, Uplay, Battle.net и прочих популярных игровых платформ. Наш магазин делает все для того, чтобы ваши покупки проходили быстро, с максимальным удобством и безопасностью, а цены оставались максимально доступными. Для покупки достаточно лишь указать электронный адрес при оформлении заказа и выбрать удобный способ оплаты. После этого вам на почту придет пароль доступа в личный кабинет, в котором вы получите ключ активации. Ну, как-то так. Покупал ли я игры в SteamPay? Естественно. Уже не раз и никаких проблем не испытывал. Но если таковые появляются, то всегда можно обратиться в поддержку сервиса, и вам наверняка помогут. Почему наверняка? Просто мне не приходилось с ними связываться и решать проблемы, а потому говорить о качестве помощи не имею права. Надеюсь, у них с этим все хорошо. Откуда берутся ключи? На сайте магазина Gabe Store, сотрудники которого отрицают тот факт, что магазин назвали в честь Ньюэлла, можно узнать следующее. Все продаваемые ключи закупаются у официальных дистрибьюторов и издателей, в том числе у 1С, Soft Club, Бука, Новый Диск и NASA. В разделе о компании есть следующая информация. Мы не торгуем серыми ключами и, упаси боже, аккаунтами. Дело не только в законопослушности, а в принципах. Также там можно узнать о том, что они сами геймеры и у них всегда есть скидки. Но сразу хочу предупредить, что не всегда цена в этих магазинах может оказаться ниже, чем в официальном Steam. Во время стимовских распродаж ценник может на несколько десятков рублей быть ниже, чем на одной из этих площадок, так что следите за этим внимательно. Ну а когда скидок в Steam нет, то цена на многие игры может разительно отличаться в пользу этих цифровых площадок. В SteamBuy, как скорее всего и в других магазинах, есть накопительная система, позволяющая покупать игры с дополнительной скидкой. Также есть свои гарантии, поддержка и так далее. Не нравятся вышеописанные площадки, покупайте здесь. Ну и Zaca. Еще один магазин, в котором можно попытать удачу, если вам нравятся такого характера розыгрыши. В общем, вы можете выиграть случайный приз, вот как это происходит. Что по ценам? Давайте возьмем в пример одну игру. Это киберпанковский паркур-экшен Ghost Runner, выпущенный в октябре 2020 года. В Steam на момент записи этого видео он стоит 599 рублей со скидкой, но в обычные дни 1499. А на других площадках его можно купить за те же 599 или даже за 549 рублей в те дни, когда в Steam этих самых скидок нету. Вполне себе неплохо. Экономия в 63%. Естественно, это не единственный пример. Тот же Dishonored 2 на Gabe Store можно купить за 299 рублей, когда в Steam он стоит 1299. Впрочем, вы можете сами ознакомиться с ценами на игры в этих магазинах, перейдя по ссылкам в описании или в закрепленном комментарии. Еще раз повторюсь, что я уже имел опыт покупки игр, все проходило гладко. Я думаю, многие подтвердят это в комментариях. А где еще можно покупать игры дешевле? Следующие площадки, о которых хочется поговорить, несколько отличаются от тех, что мы рассматривали ранее. Plati.ru – это сайт, на котором торгуют не только играми. Тут полно других цифровых товаров и услуг, но нас они не интересуют, правда ведь? Итак, перед нами алфавитный список игр. Если неудобно, тогда можно искать проекты по жанрам.
Заходим в тот же Battlefield 5 и видим, что нам предлагают совершить покупки у самых разных продавцов. Доллары можно поменять на рубли. После покупки вы получаете ключ, вводите его и запускаете игру. В данном случае нам предлагают ключи для магазина Origin. Также вы можете купить аккаунты в Steam или Origin, чего я не делал и не думаю, что здесь все может быть надежно, ведь часто бывает, что аккаунты краденые. Xbox тоже не обошли стороной, а потому можно приобрести ключ для приставки. Еще один сайт, на котором можно взять ключики, g2a.com. Он полностью англоязычный, однако интуитивно понятный. Только не забудьте выставить цены в русских рублях. У меня уже по умолчанию включено, хоть и не нахожусь в аккаунте. Здесь ключи приобретаются напрямую у продавцов. Выберем Day by Daylight и посмотрим, что там по ценам. Итак, этот продавец готов отдать игру за 519 рублей, либо вы можете приобрести ее за 467 рублей, если у вас есть активная подписка плюс. Эта подписка дает возможность получать бесплатную игру каждый месяц, быстрее узнавать о крутых скидках и покупать игры для разных платформ. Но на что следует обратить внимание, чтобы не потерять деньги, ведь здесь могут обмануть. Обязательно взгляните, сколько положительных отзывов о продавце. Сделать это можно, если посмотреть на процент фидбэков. В нашем случае этот продавец надежен, но лично я заявлять о 100% гарантии не стану и не призываю бросаться за покупками, решайте сами. Кроме этого, можно опуститься ниже и посмотреть предложения от других продавцов. И тут мы видим, что многие готовы отдать игру чуть дороже, но бывает, что и дешевле. Правда, опять же, не забываем про отзывы. Внимательно подходим к процессу выбора продавцов, а еще обратите внимание на возможность или невозможность активации продукта в Российской Федерации или в вашей стране. А как сравнивать цены в магазинах? Итак, мы подошли к рассмотрению еще одного интересного сервиса, который позволяет нам сравнивать цены в тех или иных магазинах, а уже потом делать выводы о том, где же все-таки купить желаемую игру. Здесь все просто. Переходим на сайт Hot Game Info, смотрим на список продуктов, либо вводим искомую игру в поисковую строку, выбираем предпочитаемые способы оплаты и сравниваем цены в представленных магазинах. В некоторых желаемая игруля может отсутствовать, а потому смотрим те, где она есть. Довольно удобно и позволяет экономить время. А я напомню, что все ссылки на магазины находятся в описании и в закрепленном комментарии. Ну а вы расскажите, пользуетесь ли, пользовались или собираетесь пользоваться этими сервисами. И обязательно подпишитесь на канал. Впереди много интересного и полезного.